Все люди, которые нас окружают, являются отражением нашего внутреннего состояния. Если вы, оглянувшись вокруг, увидите кучку тупых и безнравственных людей, то задумайтесь, почему так случилось, что у такого умного, порядочного и, безусловно, прекрасного меня такое ужасное окружение. Доброго времени суток! Вы на канале КПД, и с вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Я здесь делюсь простыми и эффективными технологиями, которые в разы увеличат ваш коэффициент полезного действия, при условии, что вы начнете их применять. По мере нашего развития происходит и изменение наших ценностей. Некоторые из них видоизменяются, а некоторые вовсе исчезают. Если окружение стоит на месте, а это бывает в большинстве случаев, вам просто необходимо его оставить и двигаться дальше. При переходе на новый уровень у вас автоматически появятся новые знакомые, а с ними и новые возможности. Перед вами предстанет другой мир, более интересный, более прекрасный. Как ни крути, любая социальная группа строится по принципу «подобное притягивает подобное». В школе, в университете или на работе мы притягиваем людей, с которыми нас объединяют общие интересы, примерно одинаковый образ жизни и приблизительно одинаковый уровень дохода. Молодец ты, Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотела, жизнь добилась. Это верно. Возможно, вам знакомо утверждение о том, что размер доходов человека всегда стремится к среднеарифметическому от дохода в его окружении. В большинстве случаев эта формула оказывается верной и буквально означает, что пока в вашем окружении не появятся люди с доходом, значительно превышающие ваши, вы не сможете зарабатывать больше. Этот неприятный факт, с одной стороны, вызывает реакцию отторжения, а с другой показывает, что возможности для успеха всегда есть. И они значительно больше, чем нам кажется. Неудивительно, что близкие нам люди, в частности родственники, часто противятся нашим изменениям. Развиваясь и становясь более успешными, вы неизменно будете привносить изменения и в ваше общение. Родные и друзья боятся, что вы, став другим человеком, не сможете общаться с ними как раньше. И потому постараются сделать все, чтобы этого не произошло и все осталось как есть. Отсюда следует неутешительный вывод, что никакие усилия на пути к успеху не принесут плоды, если окружение не способствует вашему росту и развитию. Если бы я раньше владел информацией о важности моего окружения, то к данному моменту я достиг бы намного больших целей в своей жизни. Но лучше поздно, чем никогда. И сейчас я этому уделяю гораздо больше времени и внимания, чем поиску новых знаний. На эту тему есть очень хорошая пословица. Какую дружбу завяжешь, такую жизнь и проживешь. Если вы хотите развиваться, то вам придется исключить с вашей жизни тех, с кем вам стало скучно и неинтересно. Тех, кого, по вашему мнению, вы переросли. Нет ничего плохого, что вы тянетесь к более успешным, образованным и жизнерадостным людям. Пусть вас считают выскочкой, предателем, да кем угодно. Если прежнее ваше окружение не радуется вашим успехам, то вам с ними не по пути. Просто это еще раз доказывает, что вы были правы, решив от него избавиться. Если друзья были настоящими, и вы по какой-то причине вышли из этого круга, то ваше общение продолжится. Но они не будут при этом держать на вас зла, понимая ваши мотивы. Такая дружба станет еще крепче и может длиться всю жизнь. Настоящие друзья не испытывают черной зависти. И наоборот, они начинают радоваться за ваши успехи. Со старого круга моего общения практически никого не осталось. Он сузился до нуля. Мне попросту не о чем с ними говорить. Для них по-прежнему общение сводится к политике, телепередачам и воспоминаниям о прошлом. Меня это уже давно перестало интересовать, потому что мне интересны творческие люди, которые хотят развиваться и менять себя. А теперь давайте поговорим о способах улучшения своего окружения. Способ номер 1. Старайтесь заводить новые знакомства. Свято место пусто не бывает. Поэтому после того, как вы исключили из вашего круга общения людей, тянущих вас назад, старайтесь посвящать освободившееся время знакомству с другими людьми, которые будут вас вдохновлять, разделять ваши цели и интересы. Посещайте тематические мероприятия, тренинги, презентации. Подпишитесь на полезные и развивающие страницы в соцсетях. Заведите знакомство с успешным блогером, который пишет на интересующую вас тему.
И не стесняйтесь задавать им вопросы. Способ номер 2. Максимально тщательно отфильтровывайте поступающую информацию. Начните с телевизионных новостей, различных увлекательных ток-шоу, построенных на человеческой слабости, подглядывать за жизнью других. Помните, у вас есть своя жизнь, и гораздо лучше заниматься ею. Если смотреть, то лучше познавательные и обучающие передачи. И, конечно, не забывайте о книгах, рассказывающих способы достижения успеха и о личностном росте. Способ номер 3. Старайтесь посещать обучающие мероприятия. И не важно, что это платные или бесплатные мастер-классы, бизнес-семинары или тренинги по личностному росту. Вы получаете необходимые вам знания и технологии по интересующей вас теме и заодно знакомитесь с людьми, которые могут вам помочь. Способ номер 4. Обязательно найдите единомышленников. Для этого из большого количества окружающих вас людей необходимо выделить тех, кто так же, как и вы, стремится к развитию. Для этого на страницах в соцсетях обозначьте свои жизненные принципы и покажите свою заинтересованность в продолжении общения. Способ номер 5. Найдите себе реального помощника. Это может быть любой человек, который достиг успеха в интересующих вас теме и который готов поделиться с вами своими знаниями. Необходимо быть искренним в разговоре с ним, показать свою заинтересованность в его помощи и постарайтесь ответить взаимностью. Хочешь быть человеком? Очень хочу. Нет проблем. Все пути для всех открыты, и для тебя. Просто у тебя до сих пор не было цели в жизни. Была, но неправильная. Ну и, естественно, поменьше слов, побольше дела. Лично я стараюсь окружать себя людьми творческими и целеустремленными, которые многого добились в своей жизни. Людьми умнее меня. Это помогает развиваться и не стоять на месте. И в заключение. Мы сами создаем окружающий нас мир. Мы получаем именно то, что мы заслуживаем. Окружайте себя сильными и умными людьми. Тогда вы будете вынуждены становиться лучше. С вами был Дмитрий Паршуков. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новое видео. Оставьте комментарии, поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк или дизлайк на ваше усмотрение. До новых встреч!